Здравствуйте, товарищи! Это шеф-редактор проекта «Эра» Сергей Цветаев, политический обозреватель Федор Бирюков и координатор проекта «Эра» Ульяна Максименко. Мы продолжаем рушить стены вашего мироздания для того, чтобы к вам пробился свет. Сегодня мы говорим о любви во всех ее проявлениях. Что такое «Эра»? «Эра» — это, собственно говоря, любовь. Да? Это цель спасения человечества, цель продления жизни нашего биологического рода, цель вообще торжества справедливости, гуманизма и всякого прочего, о чем я даже сейчас вспомнить не могу. Короче говоря, любовь. С любовью... Проблема. Молодец, молодец, да? Проблемы, потому что все очень сильно девальвировано до предела девальвировано. Это означает... Нет, нужно определиться с понятием вообще, что такое любовь, это раз. А так как это абстррактное понятие, то оно имеет очень много значений. Любовь по понятиям. И познается на практике зачастую. В общем, проблемы, потому что очень неуловимая история. Тотальное недоверие всех ко всем, которая очень сильно генерируется в обществе, и тотальная атомизация, она приводит к тому, что людям все труднее контактировать. А любовь – это во всех ее проявлениях, это живой контакт. Это и общение, и телесный контакт, и способность слышать, видеть и чувствовать друг друга, и проецирование какой-то длинной, долгой жизненной ситуации на совместное бытие. Это все то, что требует реальных, очень мощных эмоциональных усилий. Здесь и сейчас, постоянно и каждый день. И каждый день, и каждый день, и каждый день. Знаете, что и все это не похоже на ежедневную сахарную вату вообще ни разу. И тогда, как бы, человечество постепенно начинает отползать от этого, отстраняться, и говорит, это очень утомительно. А ведь человечество — это стихия, которая находится в состоянии постоянного хаоса. Только мы можем на какие-то моменты ситуативно какими-то невидимыми нитями или же принуждаемыми действиями объединить все эти массы индивидуумов в человечество, назвать это человечеством, от лица человечества что-то заявить, а потом наступает вновь хаос, сквозь который пролетает эта энергия, божественная энергия любви, которая идентична жизни. Любовь — это жизнь. Вот. Все, что противоречит жизни, все, что убивает, это не есть любовь. Значит, мы боремся за жизнь в чистом виде. Как и любовь, борьба никогда не заканчивается. Если ты перестаешь бороться, ты сходишь с дистанции, умираешь и теряешь энергию любви. Это чрезвычайно одухотворенно звучит, а на практике это как проявляется? Не на практике точно так же нельзя останавливаться. Вот человечество постоянно должно воспроизводиться в любви. Если оно остановится, оно вымрет. И для этого любовь не нужна, условно говоря. Нет, так любовь — это все. Любовь — это все. Вот все позитивная энергия — это и есть любовь. Механистичность нас не спасет. Да. От воспроизводства сознательного до защиты себя и положить живот за други своя, как высшее проявление любви. Вот мы с Федором любим тебя. Да. И каждый день демонстрируем тебе эту нашу любовь. Но ты не веришь, ты обвиняешь нас. Ты обвиняешь нас в лести, лжи, каких-то там хитрых построениях. А на самом деле мы каждый день, иногда превозмогая себя, иногда искренне приходим, говорим: Улечка, какая ты прекрасная девочка, мы все восхищены тобой. А ты нам что в ответ? Я думаю, что это лесть. Включаешь. Лесть. Включает Станиславского. Она называет нас отцами лжи, понимаешь? Это же немыслимо, это неправда. Это неправда. Это неправда ранит нас. И мы все равно, несмотря на боль, давай сделаем официальное заявление. Официально. Мы не отцы лжи, мы братья правды. Да, мы братья правды. Двоюродные. И несмотря ни на что, несмотря на причиняемую тобой нам боль, мы продолжаем нести тебе нашу любовь. Да, любовь — это страдание. Но и сахарная вата тоже, но там попеременно, не каждый день. Что у тебя с сахарной ватой было? Это какие-то детские паттерны, очень серьезно связанные с ВДНХ. Сахарная вата. Друзья, мне кажется, нужно подойти к этому, я предлагаю посмотреть на это с точки зрения какой. раньше почему люди жили подольше, чем сейчас? Условно говоря, сейчас, я не знаю, сколько уже средняя продолжительность существования пары. Стоп, пары семейные. Пары, а то я немножко, так скажем, да. Семейные пары, то есть раньше наблюдались браки единожды и на всю жизнь побольше раз, нежели чем сейчас. Условно говоря, это
Многие эксперты говорят, связано там с условием выживания, одному выживать легче, чем вместе, там женщина не работала, нужна была, ну, как бы быть всегда с кем-то. И почему легче было завести пару, ну, почему легче было с кем-то контактировать? Мне кажется, моя теория сугубо личная, вот живет кто-то в деревне, и там вот условно 150 человек, у них одна культура, вот это вот считывание контекста любви. Вот Одна социальная антропология. Даже одна социальная интерпретация того, как какие признаки, условно говоря, любви, как ухаживать, ну, как взаимодействовать. Есть четкий протокол. Ритуал. Брошюра для младших классов «Признаки любви». Это звучит смешно, но на самом деле, когда сейчас встает проблема взаимодействия между людьми, у всех разное восприятие, как кто должен себя вести. Раньше, может быть, такой проблемы не было, потому что у всех был единый взгляд на то, как примерно себя ведут. Потому что не было вот этих больших... Совершенно права, Ульяна. Ну что, два гендера, одна партия, ну так и что, и никаких проблем. А сейчас понаплодили. То есть, извините, сорвался. Единый контекст понимания, единый контекст вступления в отношения, условно говоря, и единый контекст вот этой завязывания истории и там какие-то убеждения, они были очень похожи друг на друга, поэтому легче было входить в эту историю. Сейчас у всех разное все. Когда рамки очень узкие, вообще легко в них находиться, а куда ты денешься. Но в целом-то люди жили меньше. Ты говоришь, женщина не работала. Все работали. Ну, абсолютно дома, большинство. Нет, жили меньше, подождите, это про разные вещи. Нет, это понятно, социально. Но в целом вот как бы от свадьбы до гроба это могло продолжаться и 10 лет всего, да, они просто умерли потом от болезни, от непосильного труда, от войн, вот, и так далее. Поэтому, и, собственно, вот эта сила традиции, она предписывала определенные действия. Зачастую людей, в общем, не спрашивали их родители. Человек, пока он сам не становился, значит, главой семьи, да, мужчина, он был фактически собственностью своего отца, и вот это все вот воспроизводство хозяйства, оно заставляло всех и детей малых работать, значит, всю жизнь. Да. И это было обусловлено, да, хозяйственно, освящено религиозными, значит, заветами и табу для того, чтобы форма хозяйственная продолжалась. И вплоть до монархических браков. И мы можем читать романтические романы, как несчастные какие-нибудь принцы, принцессы любили друг друга запретно, потому что они были суждены другому какому-нибудь более богатому дегенерату, чей род уже выродился, и у него 2 носа на лбу растут. Там. Более богатому дегенерату берем на вооружение, это прекрасно. Да. А сегодня нет никакой проблемы, это надумано. Проблема одиночества, сложно познакомиться. Это все не проблема, это как бы особенности нашего времени. Вот тем, кому сложно знакомиться, им и не надо на самом деле. Вот как апостол Павел говорил на заре христианства: кто, значит, женат, оставайтесь женатыми, кто не женат, не женитесь, потому что новые времена. Вот на самом деле для каждого есть своя планида, как говорят. Сегодня действительно в нашей жизни нет необходимости создавать традиционно рамочный брак такой для того, чтобы не умереть с голоду. Да. Поэтому нам нужны новые формы, в которых проявится любовь. Вот не случайно в русском языке есть выражение «заниматься любовью». Это обозначает тот краткий миг, на самом деле, человеческого счастья, который отличается от всей остальной руины и страданий, с которыми люди пытаются бороться разными способами. Путем, значит, какого-то эскапизма, путем, значит, возвышенных философских студий или старых добрых насильственных революций по переустройству общества. Но в перерывах между всеми этими они обязательно занимаются любовью, как чем-то действительно возвышенным. Вот это вот мгновение, когда вспыхивает божественная искра, а люди пытаются поднести к ней факел, чтобы понести огонь дальше, а он под ветрами-то истории и быта затухает. Вот проблема в этом, а не в одиночестве. Наоборот, одиночество – это счастье, это ресурс. У современного человека вообще нет времени для себя.
Он вечно окружен чем-то, даже если он сидит один, он на связи с кем-то там. Это никаким образом не зависит от того, в паре он или нет. Это Конечно. у него нет времени для себя, потому что он тотально порабощен социумом. А большинство семей это просто как бы Соседи. двоякое одиночное заключение. Соседи, И да. там, Ну, да. давайте скажем так. Сейчас, в принципе, по всей социологии, по всем исследованиям, гораздо выгоднее и актуальнее жить одному. Потому что стиральная машина наличествует, посудомоечная машина наличествует, и гендер тут не имеет никакого значения. И вот тебе хорошо. Как только вас стало двое, у вас там родились дети, двое, трое, совсем катастрофа, да, вот тут все. Тут расходы превышают все мыслимые доходы. И поэтому, да, атомизация стремительно возрастает и стремительно, собственно говоря, девальвируется институт семьи, но давайте без громких фраз. Любовь переходит в состояние биологического контакта. Вот мы такой вид, вот мы так размножаемся, вот у нас два гендера, вот любовь фактически превратилась в нечто, что является той самой сахарной ватой. Прекрасно. Но если смотреть на долгую историческую проекцию и на смыслы заявленные, то получается, что это совсем не так. Это действительно некий краткий миг, а по большому счету это выстраивание жизни вместе с кем-то и постоянное в течение всей жизни, даже если вы совпадаете на 99%, все равно бесконечное притирание. Притирание, бесконечные жертвы, уступки. Это я не со знаком минус, однозначно говорю. Не со знаком минус. Бесконечное самосовершенствование внутри отношений. А для чего это? Я не знаю, только хотела сказать, зачем? может для быть, чего? это- Подожди. Может быть, это порочное самоограничение. На самом деле, потому что люди просто не смеют заявлять о своих мечтах. Вот ты говоришь, притираются, соглашаются, компромиссы, которые переходят потом в ненависть и это претензии. не А ведь всегда в ненависть. нужно, на самом деле, безусловно, кто-то должен, одерживать в определенной ситуации верх. Кто-то прав, кто-то не прав. И вот когда люди компромисс нельзя попеременно пойти. побеждают друг друга в друг друге заблуждения, тогда идет прогресс. Тогда никто не чувствует себя униженным, зажатым. Надо прекратить постоянно идти на компромиссы, притираться и соглашаться. С чем-то нужно безжалостно бороться. Спорить, да, с согласна. пороками Бить, как друг на друга. Ну нет. Ну, это фигурально. Мы, конечно, не осуждаем естественно. домашнее Насилие, насилие. Это зло. всё. безусловно. Вот. Просто я хочу напомнить, что наш Да. прекрасный соотечественник, один из соавторов современного русского языка и один из родоначальников отечественной истории, основатель Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов, северный мужик, он от этой старой доброй традиции сбежал нахрен пешком, потому что вот он тогда уже передовой человек своего времени, свободный ум, не хотел жить в этой обреченности, когда у него гарантированная, изба, семья, куча детей, а потом он умрет, и скорее всего, ему обещают там, еще, если он хорошо постарается, и рай. Но вот эта предопределенность, то, что потом называл Маркс идиотизмом всей деревенской жизни, не устраивало передового русского человека Ломоносова. И поэтому с проходящим рыбным обозом он рванул в ринулся столицу. будущее. Прямо вот родоначальник проекта «Эра» буквально, еще когда это не было мейнстримом. Ринулся в будущее, основал начинается. университет Московский, российскую науку защищал от атак немчуры. Вообще стал героем на все времена и написал труд как на сбережение и сохранение народа российского. Чрезвычайно актуальная книга сегодня. Вот. Полностью согласен. Хорошо. А притирание, не притирание, ежедневная победа добра и зла, кто зло в браке всегда понятно, Кстати, Ломоносов а кто добро всегда понятно. нарушил серьезнейшую на тот момент традицию, а именно он же вступил в брак с иноверческой женой, она Так точно. лютеранка была, Так и это точно. ему принесло на родине массу проблем. Михаил, С иди бюрократом. зуб, не зуб, а Вот. шти. А все это для чего современному человеку? Вот современному человеку, который живет в мире тотального контроля, несмотря на то, что он живет в мире тотального внушенного ему рабства, и оно ему все для чего? На это отвечает вопрос религия. На это отвечает из-за На этот вопрос отвечает религия. Ну, Не надо вот, нам и религии, будут- ты нам... Нет, вот когда один человек это одно, один человек другое, когда вместе, это уже третья составляющая, это что-то большее, чем просто сумма. Появляется третье новое качество. И вот это вот и будет двое, одна плоть, это вот про третье что-то, что усиливает и первого, и второго как-то. Я не в курсе, я не была сам. То есть, но и
Давай не теоретически. прикидывайся. Ну, Замужем то есть- не была, в отношениях была, значит, понимаешь, о чем речь идет? Ну, мне кажется, что я не смогла построить вот эту вот историю. Ну, все это как-то вот современный человек, он как-то вот мелко плавает на самом деле. Вот поэтому, Федор, нам с тобой достается, понимаешь, несмотря на то, что... А если мы берем высший идеал соединения мужа, жены, то есть двух полов, то это вот про что-то третье, про совместное восхождение куда-то, про совместное, ну вот про третье, что не свойственно ни одному, ни второму, но оно появляется, когда вот два соединяются. Это над Сейчас этой я- проблемой бились средневековые алхимики. Вот как раз вот концепция андрогина, объединяющая в себе начало. Вот. Но она, проблема не решена до сих пор. Не решена, сейчас я То есть брошу. это для полноты счастья, для полноты существования человеческой сути. Я это все в теории говорю. Ну, то есть Сейчас я для брошу вот этого дымовую вот всё. шашку, и смотри, сейчас будет немедленная химическая реакция. Раневская говорила, что она никакая ничья не половинка, абсолютно А я не самодостаточна. говорила про А половинки. я... Я не Нашел говорила. кого цитировать. Я когда Была говорила... дымовая Ё-моё. шашка. Я Это тоже была против, дымовая я шашка. против идеи там половинок. Все существа Почему вы подавляете? самодостаточны. Я не Раневская. Меня на прошлом эфире подавлял Кирилл Викторович по Ореховым, поэтому я... Поэтому ты не можешь остановиться и подавляешь всех Ну, дальше. реально, когда двое против одного, это вообще это ужасно. Так мы же за тебя. Мы за тебя против одного. Вот, получается, что каждый отдельно не может понять, что может дать ему другой человек, пока вот не произойдет что-то вот это вот божественная искра Да. или еще Нет что-то. никаких половинок, да? Очень Есть просто. две личности, которые... Когда человек один сидит и ждет с другим, который вот тут находится, и ждет, когда же тот что-то ему даст, конечно, все, Ну, всё, крах. Ты крах, вначале согласна. сам дай. Любовь — это дар обязательно, как и жизнь — это дар. Вот ты даешь просто потому, что можешь. Удивительно, я так не Абсолютно природная эволюция. Вот все растет, происходит, рождается, потому что оно может. Там это будет Абсолютно. выгодно Любить или надо от нет. избытка. Да, может быть, завтра после прямо следующим моментом умрете все, это неизвестно. Жизнь просто торжествует в моменте, и так складывается вечность. Да. А вот когда мы вступаем в брак или в отношения, имея в виду так, что я получу, скорее всего, если Ничего. у вас нету хороших, грамотных юристов, Да. значит, которые составили классный контракт брачный, то это все, значит, фиаско будет. Мне Вы вот- получите Мне то, что понравилась заслужили. идея, что любить нужно, ну вот от избытка, а не забивать свои дефициты. Условно говоря, если можешь, люби, давай, сам. Ну, А если нет, то и не, пытайся, то и надо. не Поэтому я за легализацию проституции. Ой, нет. Пусть будут Я вот эти вот против. кварталы Как вы греха. Сейчас, для нас тех- не, для сейчас тех, не кто- выйдет не только эфир, но и мы не выйдем в А эфир. я прикрою это самый зонтик в виде уже покойного, кстати, авторитета в свое время. В годы разгула российской демократии никто иной, как Станислав Говорухин, выступал с такой инициативой чуть ли не в здании Государственной Думы. Поэтому вот, был опыт российской демократии. А сейчас, кстати, в дни 35-летия августовского путча и начала этой самой новой российской демократии не грех и вспомнить об истоках, с чего начиналась новая Россия. В том Но- числе и с этих вот размышлений. Хорошо, хорошо. Проституция это все механистичность. Мы сегодня все это присутствует от начала, как говорится, рода человеческого. Мы сейчас говорим все-таки и тем не менее о любви. А любовь, она за этим лежит. Это не вопрос каких-то невероятно Она не высоких знает материй. границ, она может где угодно. Она Да, либо но- есть, либо нет. Вот и Или всё. да, мед либо есть, либо его нет. Да. Это очень странный секрет. Но ведь дело вот в чем. Когда ты любишь, это безусловно. Где это там сказано всеми великими древними. Один ты знаешь, что ты влюблен. Чувствуешь это всей своей кожей. Это безусловное чувство. Оно не подлежит никакому Влюбленность сомнению. проходит, это не любовь. Нет, подожди. Это очарование, Любовь там и что-то. Нет, ну конечно, сначала, да, сначала как у Булгакова, так поражает молния, так поражает финский нож, тебя сражает чувство, а потом, когда тебя чувство сразило, ты постепенно, узнавая человека, ощущаешь что? А знаешь Ощущаешь фразу? невозможность, ну не то что, ну или даже буквально, невозможность быть без него. Ну, ты что, при первой ссоре это же чувство уходит. Почему Я- оно уходит? Оно уходит на какое-то время, а через полчаса возвращается или через день. И Ну, тут наступает понимаешь, самый нужно- интересный нет, момент. Тут нужно разграничивать, условно говоря, какие-то детские травмы и реально. То есть Причем это, здесь это травмы? не относится к чему-то. Причем Это здесь не относится- травмы? Это просто мысль. То есть вот часто мы путаем любовь с какими-то вот Увлечениями. историями. Не то чтобы увлечениями, а наша работа мозга, ну, а по-особенному. То есть это часто связано, вот почему всегда психологи типа спрашивают родительские истории, когда мы там безответная любовь, это тоже не Да. норма, вот это вот все.
И еще я хотела сказать, когда влюбленность проходит, у любви появляется шанс. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Смотри, как она нас ловко опрессовала. Пу-пу-пу надо в заголовок вынести, Да, потому что когда это влюбленность проходит, пу-пу-пу, да, влюбленность, так и назовем эфир. Когда влюбленность проходит, и любви появляется шанс. Вечно вы со своими догматами идеалистическими. Мы про практическую сторону вопроса. А практическая сторона вопроса, она такова. Главная проблема в любви, что если уж мы кого полюбили, мы ставим прямо его в прицел, и, как говорится, Начинаем чтобы вот он так не вот смел таскать. вообще шелохнуться ни в Вот. сторону. Почему? Потому что любим мы именно этот миг, этот момент, этот облик, да, и этот цвет, и все остальное прочее. Ни шагу вообще никуда в сторону. Но тот, кто напротив нас, он же так не может зафиксироваться. Он начинает дергаться в прицеле. И мы тогда говорим: секундочку. Сейчас будет, построю. предупредительный выстрел в воздух и контрольный куда надо. С этим-то как бороться? Вот что такое современный человек? Это же во многом сапиенс, который потребитель. Абсолютно. Очень тяжело отказываться от того, что безусловно. Вот тебе привезли в доставке кусок чего-нибудь или что-нибудь в коробке, и оно безусловно. Нет. А столкновение с живым человеком? Тебе не привезут просто так доставки, ты вначале Деньги сам должен заказываешь. Во-первых, деньги, а потом... А я вот не пользуюсь доставкой для того, чтобы мне это самое еду привозили. Вот мне это и не нужно, и не принципиально. Хорошо. И у меня нет посудомоечной машины, я мою посуду сам без проблем. То есть вот эти проблемы меня не касаются. Это фронт, это политическая фронт, Нет, это понятно. Почему? Это просто даже не нужно, это лишнее. Любовь убивает много лишнего. Слушай, у Толкина не было машины, он в гараже, у него была библиотека и кабинет. Кто? Толкин. Толкин, он тоже трубку курил, как и я. Вот. Он курил трубку, как и ты, старался Курение вредит использоваться вашему здоровью. Безусловно. существенно меньшим количеством электрических приборов. Повторюсь, не было машины, в гараже у Да. него была библиотека и кабинет. И вообще он был таким достаточно ортодоксальным товарищем, в принципе, счастливо прожившим свою жизнь в браке, четверо детей. Мы сейчас говорим о современном человеке. Мы говорим о том, что эра замахивается на спасение человечества, на великие проекты, которые мы здесь обсуждаем, на великие смыслы, которые призваны для осуществления своего увеличивать постоянно численность человечества. Причем осмысленно, причем чтобы человечество при этом было осмысленным максимально. Вот здесь и вот мы говорим, коренится из сегодняшней точки зрения. Червоточина, да. Хорошо, сейчас мы его высверлим. Да, вот ты как представляешь себе единый центр, который контролирует постоянное увеличение человечества? Как? Положите руки на белые круги. Кто вы, человек? Что вы, сэр? Я. И вот мы потеряем тогда в количестве и качестве. Вот в этом плане, значит, Римская империя, которая оплачивала жизнь пролетариата тогдашнего только за то, что он плодился и размножался, и повышал, значит, ресурсоемкость рынка труда простого, да, какого-то. Вот она тогда должна стать для нас идеалом, а она полный антагонист. Нам нужно качество. Когда мы говорим о великих смыслах, мы говорим о новых смыслах, которые прошли железное и электронное горнило переоценки ценностей, потому что иначе мы просто будем плодить потребителей, что есть новое качество, которые от колыбели будут уметь силы мысли, значит, заказывать доставку. Да. И мы просто захламим это. Силы Наша мысли, земля будет не заселена, а замусорена в один момент. Замусорена. 100 тысяч миллиардов двуногих имбецилов, которые будут просто потреблять и сожрут землю буквально. Потрясающе. У нас есть сценарий. Только новые смыслы. И как и любовь истинная, она должна контролировать не только бесконечную экспансию, но и разумное в чем-то ограничение. Мы, когда проект Терра полностью, значит, охватит все рычаги воздействия на Землю, мы будем отрицать и отменять целые отрасли, допустим, которые нам не нужны, целые направления технического прогресса, которые потенциально вредны, целые равновидности того, что сегодня, может быть, называется любовью, а которые не являются. Это будет высокоорганизованная ультрасвобода. Да, абсолютная свобода самоорганизации, автономии. И вот таких автономных людей, совершенных, которых бы древние назвали богами,
Таких, конечно, должно быть бесконечно много, потому что с Земли они направят свои техномодернизированные стопы во Вселенную. И там уже забрежет жизнь на самых дальних подступах мироздания. Вот это нужно. Но для этого мы здесь сейчас вырвем сорняки, выкорчуем и насадим поле, бесконечное поле высших смыслов. Настоящих чистых смыслов. Очень согласна. Любовь сейчас нуждается как раз в очистке всякого ненужного и выкорчевывании всяких сорняков, которые прибились к этой любви, условно говоря. А как вы собираетесь это делать? С вашим волюнтаризмом, так вы белые круги на оранжевые замените. Это не важно вообще. Цвет не важен здесь. Да. Главное, положите руки. Так что вы собираетесь выкорчевывать-то? Нет, это слишком очевидно. Да, нет, это слишком очевидно. Условно говоря, браки с табуреткой запретим, браки с... с табуреткой хорошо, межполовые вот эти вот связи, я не осуждаю. Межполовые связи мы не можем запретить, потому что это хорошо. А вот смотрите, биологическое развитие рода. Вот это вот что, шутите, что? Диктатура политкорректности заставляет нас оперировать вот этими идиотическим новоязом. Да, и проблемы, которые в природе не существуют. То есть, вот смотри, если специально не подогревать ветвь, которая вырождается и засыхает, она просто отмирает. Да, абсолютно согласна. А то, что здорово, то естественным образом пробивает сквозь все заслоны, как трава пробивает асфальт. Услышал наконец-то ответ. Полезному не нужно мешать, а вредному не нужно помогать. Давать энергии. Да. Отлично, я услышал ответ. А теперь вспомним фильм «Весна на Заречной улице». Этот конфликт никуда не уходит. Вот прекрасное советское общество со всеми его достоинствами и недостатками. Вот кого играет главный герой, кого играет главная героиня. Очень тяжелая ситуация. Он человек простой, он вот прям пролетарий, она учительница, у них любовь. Все это довольно тяжело складывается, потому что на него активно влияет неодобрение его общественной страты, а на нее активно влияет ее внутренний богатый мир. И она, это я вот вам рассказываю. Это социальные предубеждения. Ты прекрасно знаешь этот фильм. Он очень непростой. Не прекрасно, я не помню его, честно говоря. Не помнишь? Конечно. Это социальные предубеждения. Вы ничем не интересуетесь. Но вот эта проблема, которая тобой описана, она абсолютно такая, мещанская на самом деле. Мещанская. Да, это вот проблема игр. Там это все присутствует, но не в их отношениях. Это всего лишь правила, дурацкие, бессмысленные правила людишек, которые на самом деле надо было снять, как вот эти две стороны героически их просто отвергают и идут в светлое будущее. И вот растерзывают. Они там сомнения. Не Ромео и Джульетта с плохим концом, что любили опять-таки, смотреть, уважаемая публика, и пускать слезу буржуазную или аристократическую. А вообще то, что показано в фильме другом совершенно, в фильме «Прирожденный убийца», когда этот мир уничтожают и направляются по дороге к счастью. А потом мы вспомним фильм «Подземелье ведьм», где вообще вся земля под флагом Советского Союза существует и, разруливает проблемы на другой планете, которая еще не достигла нашего совершенного уровня развития. А вот эти все, один из того происхождения, другого, вот эти все брачные, танцы павианов, это такой примитивизм на самом деле. Человек современный освобожден, в том числе нашими предками, совершившими Октябрьскую революцию и давшему ориентиры новой реальности, освобожден от всех этих условностей. От догматов вообще многих освобожден, безусловно. И главное, от условностей, которые нам диктовали во имя выживания предыдущим поколениям определенную модель поведения. А сегодня мы можем плодиться, размножаться, развиваться и покорять другие миры, совершенно не отвлекаясь на эти дурацкие уже ролевые игры. Хорошо. Да. Вот то, что транслируется сверху, модель, как это называется, я даже не знаю, здоровый такой, разумный, российской семьи и все такое прочее. У вас в голове есть модель такой семьи? Зачем она мне в моей голове? Я всего лишь вопрос задал, потому что это общее информационное поле. Так оно формируется. Вот там. Вот. Наверное, очень много противоречивой информации. Конечно, много противоречивой. То есть, и поэтому модель, она какая-то вот внутренне растерзанная. Внутренне растерзанная модель. Нет, есть же вот установка, что хорошо бы, что в каждой семье, сколько у нас было, 2,3
Что мне до целых этих там ребенков. установок-то? А вот то-то и оно. И тебе что до Так этих я вам о установок? том и говорю, услышьте меня, прекрасные мои собеседники, замечательные. Я вам о том и говорю, что получается-то. У Ты нас ж как 30 ерехонская лет. труба гремишь, как тебя не услышишь. Это пройдет. 30 лет, значит, 35 лет вливают в мозги, расслабься, отвисни, там, не парься, забей на все, отдыхай, туси, ни о чем не думай. Потом раз такой разворот, мимо айсберга проскакиваем, и, значит, всем рожать. Семью, детей, традиционные ценности, поехали вперед. Общественность пребывает в некотором изумлении, не только Общественность финансово-экономическом, но и прибывала на социально. это. По-другому все Эмоционально. Я расскажу. Пожалуйста. Да. Нам Вообще сейчас расскажут. общественность Нам вообще сейчас на все объяснят. эти, значит, призывы, Положить. плевать ей. Но действительно, вот те времена, когда в чем парадокс? Значит, в начале вот современной российской демократии, когда были вот эти пропагандистские паттерны, действительно, веселись, бери от жизни все, но при этом сами элиты, да, демонстрировали верность семейным ценностям, вспомни вот это все, Да. обязательно муж с женой, вот, в церкви, там, вот это все. Это как бы и показывало, что вот они-то строят для себя такой вот, значит, благолепный мир, а быдлу там это самое, все способы как бы выпиливания из этой лишние, да, пошли вон. Вот. А сегодня, когда вроде как все хорошо, так вот эти правильные посылы, но когда, допустим, многодетная семья вдруг говорит, да, мы же такие, пойдем-ка мы за льготами оформить. И обнаружится, что там примерно вот шиш. Вот, иногда и без масла есть. Вот это, конечно, огорчает. А так, в целом, мы настолько уже саморазвитое общество, что плевать мы хотели на эти призывы. Это никого, кроме журналистов, аффилированных с теми или иными структурами, вообще не волнует. Прекрасно. Я даже не думаю, что кто-то, знаешь, вступает в отношения вот с этой целью, а власть сказала рожать, и я сейчас как рожу. Я полностью с тобой согласен, полностью, абсолютно. Я лишь говорю о том, каким странным образом оказывается эмоциональное воздействие, психоэмоциональное воздействие на массы. Правильно, но говорят-то правильно. Традиционные ценности. Да, Я за них, я за эти ценности, я за семью. Это правильно. Имеют ли они Но влияние? силы в словах нет, сами не такие, потому что... Да, а значит, это пустота. Тогда получается, что все мы, и это естественно, самоопределяемся, каждый сам в себе, в своих собственных отношениях и в своих собственных устремлениях. Есть ли сейчас, существует ли сейчас, вот в этом мире, в этой реальности нашей, существует ли пространство для счастья, любви? Потрясающий вопрос. Можно я пессимистично скажу нет? Ты можешь говорить все, что угодно, потому что мы полевая тройка, и решение выносится мне тут трудно большинством дается, голосов. мне любовь дается трудно. Вот. В силу? Правильно. Ну, Любовь силу? трудная штука. а? В силу? В силу, ну вот, нужно выстраивать взаимодействие, а оно всегда приносит душевные... Я был боли. прав в начале. Да ты всегда прав, и Ульяна всегда права. Нет. Нет. Я был прав в том, что поколенчески В чем все-таки сила, брат? людям это не Сила про в именно про. правде. И чем больше правд, тем больше сил. Вот скажи мне, американец, все большая атомизация создает все большую проблему вот этих живых контактов. Потому что то, что раньше было естественной средой, ну нет другого общения, нет телефона такого в смысле, нет сетей, вот ты все равно в социуме внутри, ты можешь сидеть дома и читать книжки, это да, но в целом ты все равно в социуме, то сейчас ты максимально из него исключен. И не забываем о том, что вот эта внешняя агрессивная среда, она и добивается того, чтобы ты максимально из социума был исключен. Но ведь тогда... Потому что тогда ты идеальный потребитель. Тогда жили другие люди. Вот ты рассказываешь о человеке, который как будто бы жил тогда, а теперь же и один и тот же. А ведь и мы сами, мы с тобой и сильно изменились. Ну, безусловно. За эти, допустим, 35 лет. Безусловно. Мы вообще стали во многом другие. Да. Мы каждый день можем меняться. Вот Ульяна тоже может меняться. Сегодня она такая и другая. Но вопрос Да, мы с тобой это наблюдаем ежедневно. Вопрос-то твой касался, есть ли пространство счастья? Да. Конечно, оно в каждом из нас. Вот мы... Каждый для себя и друг для друга пространство счастья. И если в нас счастье есть, мы его можем дарить
как любовь к другим. А если нет в нас, если у нас одно горе, одни претензии, одна неудовлетворенность и ненависть, Абсолютно. тогда мы расширяем вот этот эгрегор ненависти, где нет места ничему. И как бы нас не скучить или не разделить, это будет расширение ареала погибели исключительно. И тогда-то отец лжи значит, усыновит всю эту черную паству. Это Ну, прекрасно это вот, сказано. да, Более чем. красиво, это стяжи мира, Более дух чем. мирен в самом себе, и вокруг тебя спасутся тысячи. Это вот про это. Когда ты мирный внутри, ты можешь гармоничный, вот это вот есть удовлетворенность от жизни. Тебе легко дается любить. Есть ли осознание того, что любовь действительно спасет мир? А как же красота? Красота спасет мир вроде бы. Вот так. Красота или любовь? Мир спасается ежесекундно, усилиями многих и много чем. А любовь, она это все. Да. Можно сказать, да, и красота в смысле того, как сказал об этом Достоевский, да, это как бы это и есть любовь. Да. То есть здесь одно в другом. Просто это многоликое. Это вот та реальность, которая каждый раз предстает перед нами каким-то отдельным образом, и мало кто может просто совокупить вот эти вот взгляды и объять его. Проект Терра это помогает объять необъятно, как бы посмотреть сразу со всех сторон, объединить образы, синтезировать их, это знание, и получить облик вот в данном случае великой вселенской любви. Любовь спасет мир однозначно, потому что это про взаимодействие с другим человеком на каких-то высших других основах, нежели обычно. Это и про жертвенность, и про доброту, и про все, поэтому да. Вот этот позитив, о котором говорил Федор, распространять, а не погибель, то да, только любовь спасет. И про способность чувствовать чужую боль. Хорошо, дайте образ ближний самый какой-то, кинематографический. Есть образ, где показано то, что не может и не будет являться идеалом, но отзывается у вас в сердце. Есть кинематографический Я облик вообще не любви? люблю мелодрамы кинематографичные, они всегда Мы врут. не говорим о мелодрамах, скорее всего, это Я уже что-нибудь говорил. вроде там... Фильм Оливера Стоуна «Прирожденный убийца». Прекрасно, это первое. У меня нет, наверное. Но я не буду Яна не оригинален, любит я кино. скажу. Да. Я скажу про «Королевство полной луны». Понятно. Нет. Хорошо. А книга какая-нибудь? Что-нибудь из того, что было недавно? Нет, ну Достоевский хорошо описал, в принципе, про любовь. Не В что-нибудь другую. ближнее, что-нибудь ближнее. блин. Ну, Достоевский Он описал про так, что мы другую, все он до про сих пор душевную. вздрагиваем. Да, он про другую сторону любви, вот именно про жертвенную, про вот эту духовно... Я понимаю, что оба наших примера – это про возрождаемую жертвенную любовь. Да. Нет. Что там? Жертва и дарение – это обоюдный процесс. Ведь Безусловно. жертва в традиции дается, допустим, божеству за то, чтобы божество тоже что-то дало. Это не просто утилизация своей энергии. Ну, естественно. Поэтому в традиции, в живой, жертва строго регламентирована. И почему Христос обратил внимание на вдову, которая отдала последние деньги, вот эта лепта вдовы символическая, это непосильная даже иногда жертва, да, вот, но это все одновременно. То есть мы вот, если мы говорим, я жертвую тебе, я последний отдаю, это тут не нет любви. Да. Тут одна ненависть, на самом деле, претензия. Легко, как жизнь дается. Вот, знаешь, я бы вот повесил бы везде, как я не знаю, вот как смоделировал бы на 3D В метро и лифтах. Да, фотография большого взрыва. Это вот абсолютный лик любви, начало. Большой взрыв Вселенной, начало, первичный импульс любви и одно из лиц божества, обращенного к нам, к тварям, к тому, что создано. Вот он, вот момент любви. А любовь может быть очень опасной. Это никоим образом не относится ни к буржуазным, ни к крестьянским, ни к пролетарским, любым другим старым моделям общежития человеческого во имя хлеба насущного. Потому что работа в поту лица ради хлеба насущного – это проклятие человека, которое на самом деле, от которого нас избавил Христос своим подвигом голгофским. И вот, а до этого, и те, кто не пребывает в христианской любви, тот несет до сих пор все еще проклятие первородного греха, то есть необходимость вот это в пыли, значит, подобно змею, валандаться и искать в себе это самый вот постоянный хлеб насущный. А трудящийся достоин пропитания, говорил Христос. В пыли, подобно змею, валандаться, это берем на вооружение. Это прям Нет, наше. Федор очень красиво и правильно говорит, что некоторые вот за жертвенностью
показывают свою ненависть. За любовью скрывается зачастую претензия. Не без того. И еще один важнейший аспект. А про Любовь. книги еще я хотел бы сказать. Да, Про очень. книги, 5 книг о любви назову. Это 4 Евангелия, и Фридрих Ницше так говорил Заратустра. Согласна про 4 Альза Шпрах Евангелия. Заратустра. Понятно. Я. Удар так удар, как говорится. Ну ладно, я тут промолчу. Не буду вступать в дискурс. Любовь часто заканчивается детьми. Ситуация странная, необъяснимая, но так получается. И вот Не согласен. есть... И вот Это есть... секс может заканчиваться детьми, а в детях любовь обретает плоть. Плоть, да. Она не заканчивается, она продолжается. Она материализуется, она Да. обесчествляется. Получается, Важно для Получается- проекта «Эра», важно ведь все-таки начало, это этапа и конец не перепутать. Поэтому вот любовь не заканчивается. Это, к сожалению, в быту, да. Вот когда появляются дети, о чем ты Я не говорил, подготовлен к эфиру. любовь заканчивается. А мы, как отцы, с тобой знаем, что она на самом деле у просветленных, свободных людей лишь продолжается. И все эти бытовые неурядицы, вся эта хрень, а это не важно для любви, которая как раз воспроизводит себя в людях, несущих этот огонь и свет. Ну, вообще, по-настоящему свободен только влюбленный человек, это безусловно. Хорошо, и вот, тем не менее, дети, да? И вот существует такая тема, которая напрямую связана с любовью, но со странным ее таким обратным вывертом. Часто я слышу разговоры сегодня, под словом «сегодня», я понимаю, последние годы, часто слышу разговоры, ну вот как рожать-то, куда их рожать-то? Чтобы они вот в этом одище жили. Одище общемировом имеется в виду. Вот в этом, в Если принципе, не рожать, то кто будет двигать общество? И встречать, все логично, все правильно. Я лишь обозначаю некую такую смысловую тенденцию, которая в обществе существует. Ну куда их выпускать? Куда? Вот куда? Для того, чтобы что? Обычно я не то чтобы теряя волю на это говорю, слушайте, но никто за них не проживет ни дня и ни мига их жизни. Если они придут в этот мир, они будут двигать его дальше. Но вот это не все слышат, и тут Знаешь, есть некоторое такое странное... Почему Это так действительно происходит? выраженный Почему страх. так происходит? Почему? Потому что внедрено в сознание необходимость планирования всего и вся. И они планируют, на самом деле, они планируют отсутствие. Хотя это движение запрещено сейчас в Российской Федерации, которое на знамя, значит, отрицательное планирует. Но все планируют, они думают, что вообще это от них зависит на самом деле. Я обращаюсь вот как, значит, опять... приводя Жертвы пример тотального апостола контроля. Павла, кто так думает, тому и не надо этим заниматься. Я согласна. Ничего мир не потеряет от них. Вместо этого миллионы здоровых и примитивных людей в южных регионах мира нарожают компенсацию. Вот. А проект «Эра» их обучит, воспитает. Это будут прекрасно образованные, могучие люди будущего. Мощь. А кому нужны гарантии? Кто хочет вначале, чтобы нищета исчезла, а потом он не доживет до этого момента, по его меркам, тем и не надо. Они сами потом, значит, в нужный момент захотят и нищету плодить, и облагородить эту нищету, и сделать из нее изобилие. Если они могут это сделать, не все ведь могут. Поэтому вот здесь нужно проповедовать определенное, знаете, отпущение событий. И отпущение контроля. Тем более, что нет никакого контроля. Это странное, вообще обычно, кажущееся. когда люди рождаются в той или иной степени случайно, это невозможно запланировать. Наоборот, вот мы Кто часто планирует, не встречаем получается. несчастных людей, которые с помощью медицины планируют, не получается. Вот когда план в этой сфере, это значит, что-то не так. Вообще это все природа сама действует. Да, Бесспорно. социальные условия плохие, но они, в общем, на протяжении всей истории человечества у большинства, значит, населения были так себе, и поэтому человечество, значит, развивается, борется, и в конце концов пришло передовая часть человечества к проекту «Эра», который хочет, значит, стремиться избавить людей от вот этих бытовых дурацких абсолютно проблем. Да. У нас неограниченное количество ресурсов, которое гарантирует нам вообще беспроблемное существование на вот материальном уровне и просто возможность заниматься более полезными высокими Что называется, вещами. безбедная, да. Безбедная обеспеченность, А потом, которая позволяет освободить
Да, когда будут Руки выработаны и мозги. нормальные технологии клонирования, вообще вся эта, значит, физиологическая ерунда будет как бы не на повестке Ну, дня. начинается Да. вообще. Мне нечего добавить. Я согласна с тем, что планирование в этом сфере, в этом вопросе немножечко, наверное, вредно. Здравый смысл нужен. Но, Но точно это нужно другое. быть внутренне больше готовым, чем вот прям просчитать все. Да, да. Так вот, еще два слова, еще два слова о любви. Все-таки это дар, испытание, процесс самосовершенствования вместе с другим живым существом. Что это такое? Что это такое, если попытаться облечь это в несколько слов? Не знаю, для меня это тяжелая работа. Но я честный не- ответ идет всегда в зачет и в благую карму. Тяжелая работа. Но при этом и момент, то, что приносит смысл, наверное, жизни. Я не знаю, ну да, деятельность. Для Любить меня всё- человека тяжело. Тяжело, да. Любить человека тяжело, да. А с табуретками брак будет запрещен, да. Для меня все-таки это счастье, но тут скорее понятно просто по недомыслию. Федор? Ну, я такой же вот беспечный, недомысленный человек. Для меня любовь – это жизнь, счастье, со всеми Нет, своими для меня проблемами. Ну ладно. И работа, конечно. Ну, это все вместе. Все Мы вместе, да. загрузим, И дар, значит- и испытание, и счастье, Да. и жизнь. Да. Прекрасно. Мы загрузим это искусственному интеллекту, он выдаст нам простую формулировку, чтобы мы не забыли, что любовь – это счастье, жизнь и тяжелая работа. И это, собственно, и станет лозунгом на нашем гербе. Это через искусственный интеллект мы открываем порталы в ад просто. Это так. Не будем загружать Не, искусственный можно, но- интеллект, просто запишем на бумажке. Мы молодцы. Мы молодцы. Сегодня Федор молодец. Он Сегодня высказал все, все- что я хотела сказать, он сказал. Сегодня- Очень Это красиво. все любовь. Это все любовь. Мы есть любовь. Это Тут любовь. ангелочки. Это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», Ульяна Максименко, координатор проекта «Эра», Федор Бирюгов, наш замечательный политический обозреватель, и мы говорили о любви. Спасибо. Мир вам и любовь.